два очень интересных факультета, когда-то медицинский и журналистский факультеты Гарварда, а сейчас это просто, так сказать, административные корпуса, частично используются для обучения. И главные ворота Гарварда как бы вот входят сюда на то, что сейчас можно развернуться и посмотреть. Значит, наверное, будет правильнее рассказать вам, почему Гарвард начался со скандала. Значит, представьте себе, что здесь нет города, что вокруг зелень, вокруг леса, две избушки. В одной из них живет 11 первых студентов, которые готовятся быть священниками, а во второй избушке живет мистер декан, или Дин, как тогда называли, потом президент, мистер Итон с женой, и молодой священник, совершенно еще даже безбородый, только что закончивший Кембридж и приехавший в Америку, которого звали мистер Биско. Есть негде, столовых нет, поэтому надо столоваться у жены мистера Итона. А обучение стоит дорого, стоит стоимости, ну я вам скажу, вам это мало что скажет, 3 фунта стерлингов в неделю. Это стоимость коровы, одной коровы в неделю. Это очень дорого. И они платят эти деньги за то, чтобы их кормили, а кормят их прогорклым пивом и тухлым мясом. Они подают жалобу губернатору, но жалобу мистер Итон перехватывает и бьет их всех палкой. Да и мистеру Биско по голове достается палкой за то, что он поддерживает студентов. Но студенты затаились, и вдруг объявление о том, что сюда приезжает губернатор посмотреть, как эта школа, это же первая здесь, единственная школа. Когда губернатор приехал, они подали жалобу ему публично. И тогда мистер Итон понял, что ему грозит, он сказал, расследовать. Это значило виселица. Он быстро собрал все деньги, забрал книги, а книги тогда стоили дороже денег, и убежал в Вирджинию, оставив жену на растерзание судебных, так сказать, приставов. Ее отправили в тюрьму. А мистер Биско стал во главе уже реорганизованного университета. Но университет должен умереть. Денег нет, книг нет, учить не почему. Ну, не было счастья, да несчастье помогло. В это время Бостон просто затопила волна тифа. И в этой волне погиб священник, которого звали Джон Харвард. Он никогда здесь не был, господа. Он проповедовал в Бостоне, он проповедовал в Селаме, но здесь он не был. Но по его завещанию было написано, что свою библиотеку в 400 томов книг в телячьих переплетах, это была невероятная ценность тогда, он завещает просвещению вот этого места. И она попала в Гарвард, и деньги он 500 фунтов стерлингов дал. И вот школа окрепла, возмужала, стала колледжем, потом стала светским университетом. И перед вами памятник Джону Харварду. Но прежде чем дать вам сфотографироваться, я хочу вам рассказать вот что. Этот памятник мы называем памятником тройной лжи. Почему тройной лжи? Чуть-чуть ко мне поближе. Посмотрите, что здесь написано. Если вы приглядитесь, 1638 год. Год основания Харварда 1636. Дальше написано founder. Он не фаундер и не основатель университета. Джон Харвард написано. Так вот, это вообще не Джон Харвард. Потому что он умер через полгода после приезда сюда. Ни одного его портрета не осталось. Поэтому, когда в 1882 году хотели сделать памятник, то просто схватили какого-то благообразного студента, обрядили его в камзол и, так сказать, вот вам и памятник Джону Харварду. Причем уже тогда они решили, что если попросить у него защиты на экзаменах, то обязательно пропас. То есть пойдешь экзамен пас. И поэтому все хватаются за носом. Чего и вам предлагаю. Мы подождем, мы будем фотографироваться. Здесь каждый оставит себе фотографию, потому что если вы хотите сказать фотография Харварда,
то это нужно вот эту фотографию. Это все как-то невзрачно и не очень выразительно. А вот это да. Так что, пожалуйста, господа, у нас с вами, как это называется, фотосессия. Да, фотосессия, пожалуйста. Да,